пожаловать на канал Travel Hub. Меня зовут Дмитрий Михненко, и в этом видео столица Греции. Афины в период своего расцвета были самым прогрессивным городом Европы. Невозможно в одном видео рассказать, сколько дали современному миру греческие полисы. Они заложили основу геометрии, астрономии, медицины, поэзии, архитектуры. Здесь появилось понятие гражданин, его права и обязанности и демократия. Древняя Греция была колыбелью европейской цивилизации. Ну а что сейчас? По моим ощущениям перед приездом в этот город, Афины — это типичная заурядная европейская столица со своими проблемами, кризисами, митингами и долгами. В ролике я хочу показать, как сосуществует великое прошлое и настоящее. Но я уверен, что в итоге вам очень понравятся Афины, потому что я вчера, пока ехал в квартиру, посмотрел на архитектуру этого города, и она мне очень понравилась. Здесь есть холмы с шикарным видом, греческая еда с огромными порциями, обалденный климат и море. В общем, давайте выводы об Афинах делать в конце, а сейчас будем смотреть, что у меня получилось. Поехали! Это будет мой второй большой выпуск. Сверху справа ссылка на первый про Стамбул. Если вам интересно, можете зайти посмотреть. И для начала давайте я расскажу за 150 секунд, что представляет собой современные Афины. Под словом «современные» я имею в виду историю за последние 2 века. Есть множество версий, когда был основан город, но в большинстве источников указано, что он появился примерно в 3-м тысячелетии до нашей эры. И в таком случае период в 200 последних лет из 5000 — это действительно современная история Афин. Кстати, вот вам опрос. Какой город стал столицей современной Греции, когда она добыла свою независимость? Афины, Салоники, Пирей, Навплеон. Правильный ответ — Навплеон. Я, к своему стыду, даже никогда не слышал про этот город. Но именно он стал временной первой столицей Греции на 5 лет. Потом новый греческий король Атон Баварский прикинул, что к чему, и перенес таки столицу в Афины. Получается вот такой диссонанс. Это один из старейших городов в мире и одна из самых молодых столиц Европы. Так как в Древней Греции были полисы, которые могли объединиться, если нужно, но они не были единым государством. Правда, Афины были не тем бескрайним и большим городом, как сейчас. Такие кадры с Марсика, кто не знает, это мой дрон, где не видно края города, меня просто завораживают. Вот вам следующий опрос. Сколько людей проживало в Афинах в 1833 году, когда перенесли столицу? 500, 5000, 50 тысяч, 500 тысяч. Правильный ответ — около 5000 человек, а это очень мало. Где-то 15-20 высоток в современном городе. Но местные активно взялись превращать Афины в современную столицу со всей своей греческой широкой душой. И уже к концу 19 века здесь построили дворец на площади Синтагма, университет, выставочный зал. Город приобрел современные очертания. И провели первые Олимпийские игры в современной истории. А потом через 108 лет снова провели Олимпийские игры. Сейчас же в самой столице Греции живет около 700 тысяч человек, но во всей агломерации проживает чуть более 3 миллионов людей. То есть каждый 3-й житель Греции. При этом границ между Афинами и пригородом обычно нет. Туда ходит метро и другой общественный транспорт, а люди максимально интегрированы в столичную жизнь. Все, краткий рассказ про современную историю Афин на 2,5 минуты окончен. Так что в Афинах в основном можно встретить архитектуру 3 эпох. Такие здания, в основном разрушенные.
вот такие, построенные в 19 веке. И уже современные жилые кварталы. А теперь я хочу рассказать про каждый из этих этапов. Начинать нужно, конечно же, с Парфенона и других древностей, которых немало в столице Греции. Это главная визитная карточка города. Думаю, что из 5 миллионов туристов, приезжающих в Афины каждый год, не менее 80% идут в Акрополь. Я вам, конечно, не скажу за всю Одессу, но в Грецию в 2018 году приехало 33 миллиона туристов. А это по 3 туриста на одного грека в год, включая детей и пенсионеров. Если говорить про экономику, то у греков и безработица высокая, и долгов много, но, кстати, по объему долга они всего лишь на 20-м месте в мире. И у таких стран, как Гонконг, Сингапур или Турция, намного больше взято денег в долг. Но, благодаря такому большому турпотоку, я за экономику Греции спокоен. И она, кстати, уже 3-й год подряд растет. Ладно, отвлекся я от Парфенона. Думаю, что только про Акрополь можно было бы снять полноценный выпуск из Афин. Информации здесь много, и чтобы не грузить вас на 15-20 минут рассказом про руины, я буду рассказывать про них в течение всего выпуска по чуть-чуть. Первый облом у меня случился, когда я заходил на территорию Акрополя. Меня не пустили с микрофоном, а я почему-то его не спрятал, так что звук там получился чуть хуже, чем обычно. Парфенон – это самый главный символ не только Афин, но и всей Греции. Его построили 2500 лет назад. Вы представляете, 2500 лет назад, мне кажется, вообще ничего не было, кроме древнеегипетских пирамид. А тут построили настолько величественный и впечатляющий даже сегодня храм. На его постройку свозили мрамор со всей империи, золото, кипарисное дерево, слоновая кость. Его строили тысячи рабов. Парфенон находится в Акрополе, это плато над Афинами на высоте 156 метров. Здесь находится множество храмов, посвященных древнегреческим богам. Но конкретно у Парфенона не очень легкая судьба. Его в 5 веке переделали под христианский храм. Потом, когда Грецию завоевали турки в 15 веке, его переделали под мечеть. Потом в 17 веке в него попало ядро с венецианского корабля и практически полностью разрушило центральную часть. А потом в 19 веке Парфенон опять пострадал, только уже когда греки защищались от турков и добывали свою независимость. Потом его начали восстанавливать, но греки люди неспешные, неторопливые, так что в ближайшее время вы не увидите полностью восстановленный Парфенон. И, возможно, ваши дети тоже его не увидят. Парфенон – это главный храм в древних Афинах, посвященный богине Афине. Его начали сооружать в 447 году до нашей эры и строили 10-15 лет. Ученые смогли это установить благодаря фрагментам мраморных дощечек. Внимание! С финансовой отчетностью перед жителями города. Вот это уровень. Еще раз, это было в 5 веке до нашей эры. Визуально храм кажется прямым, но в его контурах практически нет прямых линий. Со времен получения независимости в Греции пытаются восстановить Парфенон, но результат пока что явно не впечатляет. Он мне напомнил Саграда Фамилия в Барселоне, которая тоже на вечной стройке. Этот храм, как и большинство других, построен из белого мрамора, но под воздействием солнца и времени он пожелтел. Вот здесь видно, что в основании лежит старый, уже желтый мрамор, а на него поставили новый, белый, еще не желтый мрамор. В Афинах, как и во всей Греции, вообще любят использовать мрамор. Например, мраморную крошку или пыль добавляют в асфальт, и из-за этого он иногда кажется белым. Во многих домах и фасадах также используются мраморные элементы. Выглядит это дорого-богато. И еще пару слов про афинские дома. Мне очень понравилась архитектура города. Сейчас я говорю про жилые кварталы Афин. Несмотря на то, что столица Греции, город достаточно немаленький по населению, но здесь запрещено строительство высотных зданий. Поэтому все жилые дома 4-6 этажей. И город растет не вверх, а вширь. И когда ты находишься на холме, смотровой, то не видно края города. Поэтому сейчас кадры с высоты птичьего полета. На этих кадрах видна не только однородная застройка города, но и зеленые деревья. И это отдельный кайф, когда ты приезжаешь в декабре в Афины, а на улице плюс 15, плюс 20 градусов, растут зеленые деревья и яркие цветы. Вообще, одна из моих целей в этом видео – показать, насколько классно приезжать в такие города не в сезон. Но про это я расскажу чуть позже.
Здания построены таким образом, чтобы они не перекрывали вид на Акрополь, центральное место города. Плюс Афины находятся в зоне сейсмической активности, и запрет на постройку высотных зданий связан еще и с техникой безопасности. Мне понравилась одна особенность. В каждой афинской квартире должен быть балкон. Бывают, конечно, маленькие, но в основном они просто огромные. И большинство из них утопают в зелени. Мне это настолько понравилось, что я сделал для вас подборку таких балконов. Кто смотрел мой выпуск из Стамбула, знает, что я люблю снимать квартиры с террасами. На них создается совсем другое ощущение города. Так вот, когда я искал квартиру в Афинах, у меня просто разбегались глаза от такого количества предложений. Кстати, в описании к ролику я оставлю промокод на первое бронирование Airbnb, может быть, кому-то пригодится. И еще меня удивила стоимость квартир в Афинах. Небольшая студия с большой террасой недалеко от метро стоит до 50 тысяч евро. И это очень крутая цена. Я бы на такой террасе в Афинах жил. Спросите, зачем нужна терраса, если все равно целый день гуляешь по новому городу? Ну, хотя бы, чтобы встретить такой рассвет. Или закат. И позавтракать с видом на один из старейших в мире, сохранившихся до сегодняшнего дня городов. Еще один плюс приезжать не в сезон – жилье стоит дешевле. Например, студия, которую снимал я в декабре за $31, в июле уже стоит $42. Какие еще плюсы? Ну, например, вход в Акрополь стоит 10 евро вместо 20. Скидка работает с 1 ноября до 3 марта. А также в Акрополь можно зайти бесплатно каждое первое воскресенье месяца с ноября по март. Плюс в праздничные дни. Это 6 марта, 5 июня, 18 апреля, последние выходные сентября и 28 октября. На этом кадре видно, что есть еще расширенный билет за 30 евро. Скажу, что если вы небольшой любитель руин и у вас только 1-2 дня в Афинах, не берите его. Для того, чтобы посетить все места по расширенному билету, нужно будет потратить минимум 1 день. А вот Парфенон можно запланировать на первую половину дня, а на вторую поехать на море, например. Вам вполне хватит Парфенона и соседних храмов, чтобы насытиться духом Старой Греции. Плюс такие места, как Римская гора и Башня ветров, ограждены обычным забором, и через него все прекрасно видно. Забегая наперед, скажу, что такая ситуация в Афинах не только с этим местом. Если хочешь, можешь заплатить. Или можешь посмотреть бесплатно, но и за забором. Следующий плюс приезжать не в сезон – это погода. Гулять по Акрополю, где практически нет тени при температуре плюс 17 градусов в декабре, намного приятнее, чем при температуре плюс 40 градусов в июле. Ну и наконец-то фаталити. Зимой в Греции намного меньше туристов, и вы будете себя чувствовать свободней, вам будет намного проще сфотографироваться с местом, которое вас заинтересовало, ну и так далее. Акрополь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и там есть что посмотреть, кроме Парфенона. Сейчас поговорим про литературу. В этом комплексе есть театр Диониса и Адеон Герода Аттика. В Греции, в Афинах, находится первый амфитеатр в мире. Это театр Диониса, я сейчас нахожусь в нем. Он был построен в 5 веке до нашей эры, как и все, что находится в Акрополе. Именно здесь ставили свои постановки первые сценаристы в мире. Он вмещает 17 тысяч зрителей, и акустика настроена таким образом, что если вы будете стоять в центре сцены и говорить достаточно таким тихим голосом, то на последних рядах все услышат. Я думаю, что это стоит того, чтобы побывать в первом в мире театре. Адеон Герода Аттика был построен во 2 веке нашей эры. И самое удивительное, что этот театр до сих пор используется по назначению.
На сцене под открытым небом регулярно проводятся масштабные концерты, спектакли и другие театральные постановки. Выступить здесь – это честь для любого артиста в мире. Мне тяжело представить, какую гамму чувств переживает человек, когда выходит на сцену театра, построенном и используемом почти 2000 лет. Адеон вмещает 5000 человек, и весь этот комплекс вырублен прямо в скале Акрополя. Все скамейки, естественно, мраморные, и восстановили их в 1950 году. А с 1955 года здесь ежегодно проходит музыкальный фестиваль, который длится почти все лето. В 2019 он проходил с 5 июня до 10 августа, и это, конечно, минус для идеи приехать в Афины не в сезон, потому что выглядит это действительно фантастически. Если же у вас не получается посетить этот фестиваль, а зрелищ хочется, смело идите на площадь Синтагма. По крайней мере, так я прочитал в путеводителях. Синтагма – это главная площадь Афин. И она действительно красивая. Здесь находится фонтан, газоны, копии статуи из Неаполитанского музея и, самое главное, парламент Греции. А в прошлом дворец, где жил король. Это здание – символ монархии в прошлом и демократии в настоящем. Про фонтаны, кстати, хочу сказать отдельно. Когда ты видишь работающий фонтан в декабре, а фонтан в твоем родном городе до мая на зимовке, это очень поднимает настроение. И опять-таки повторюсь, создает классные эмоции от города. На этой площади можно отведать и хлеба, и зрелищ. Здесь очень много заведений на абсолютно любой кошелек. Я вот, например, взял средиземноморский стритфуд. Не то чтобы это было божественно вкусно, но сытно и с видом на Королевский дворец. С хлебом разобрались, а теперь про зрелища. На этой площади их может быть 3 вида. Самое простое и типичное для всех туристических городов – это выступление уличных артистов. Второе зрелище уже поинтересней. Вы можете посмотреть на греческие забастовки и митинги. Их здесь достаточно много, хотя я на них так и не попал. Часто они проходят именно возле здания парламента, где, как ни на демонстрации, почувствовать, что такое настоящая греческая демократия. Ну и третье зрелище – побывать на смене почетного караула. Про это мероприятие написано почти во всех путеводителях копирайтерами, которые, скорее всего, никогда не были в Афинах. И они просто копируют друг у друга одинаковые тексты. И получается, что почти никто на этой смене не был, но почти везде написаны восторженные отзывы. Придется мне вас разочаровать, это интересно, но слишком затянуто. Каждый час здесь происходит смена караула. По праздникам и воскресеньям проходят особенные, большие смены с музыкальным ансамблем и большим количеством лиц. Участвуют 120 гвардейцев. При ходьбе гвардейцы издают необычные звуки, и мне их искренне жаль, потому что каждый ботинок весит 5 килограмм, подбит 120 гвоздями, и все ради этого звука. Гвардейцев сюда отбирают от 1,87 м и только в отличной физической форме. В общем, по росту я бы туда попал. А как вам такая военная греческая форма? Здесь юбка, шерстяные чулки, рубашка, жилет и фарион. Во всей этой амуниции нужно не только сдать-принять пост, но и стоять на греческой жаре. А это вообще непросто, особенно летом, я вам хочу сказать. Все мероприятие длится 10-15 минут. И если бы оно проходило за 3, было бы вообще супер. В общем, вывод такой. Посетить площадь Синтагма стоит, она действительно красивая, но не стоит ради смены караула менять свои планы и специально приезжать сюда именно ради этого мероприятия. Теперь про архитектуру 19 века в Афинах на примере Королевского дворца на площади Синтагма и здания Заппион в Национальном саду. Дворец был построен в 1843 году, за 7 лет. То есть тогда Афины все еще были небольшой деревушкой, но уже с таким шикарным дворцом.
Референдум в 1924 году отменил монархию, а уже с 1934 года здесь начал работать парламент. Кстати, благодаря постройке этого дворца в Афинах появился необычный район Анафиотика, где поселились строители. Про этот район я расскажу чуть позже. А сейчас про то, что точно нужно посетить, если вы будете рядом с Королевским дворцом. Это Национальный сад. Обязательно зайдите в Национальный сад. Здесь есть вот такие крутые пальмы, мне кажется, как в Майами. Пруд с черепахами и живые попугаи. Я впервые в жизни увидел попугая в природе, и это просто непередаваемые эмоции. Здесь спокойно можно провести 2-3 часа. Здесь я впервые в жизни увидел попугаев в живой природе. И опять-таки повторюсь, это создает обалденные эмоции от города. Представьте, вы сидите зимой в полностью зеленом парке, в футболке, а над вами летают настоящие живые попугаи. Это место мой топчик в Афинах. Из интересного, в парке еще есть пруд с черепахами, правда я их не увидел, но они там точно должны быть. И небольшой зоопарк. Ну и отдельного упоминания достоин этот мужчина, который выгуливал гуся в национальном саду. Скорее всего, это сотрудник зоопарка, но все же вы часто видите мужчин, которые выгуливают своего гуся. В саду находится здание Заппион, построенное в 19 веке. Его использовали для ярмарок, выставок, здесь находился госпиталь, проходили соревнования по фехтованию на Олимпийских играх, а на непризнанных Олимпийских играх 1906 года, да, были и такие. Здесь была Олимпийская деревня. Внутри здания много колонн и можно сделать красивые фотографии. Этот парк вызвал у меня бурю эмоций. И сюда, к попугаям, я точно вернусь в первую очередь, когда буду снова в Афинах. Теперь про район Анафиотика. Если у вас будет время, зайдите в район Анафиотика. Он находится рядом с районом парка, и здесь много белых домов с узкими улочками. Мне кажется, что это похоже на Санторини, я там ни разу не был, но на фотографиях выглядит примерно так же, только более масштабно. Этот район основали переселенцы с острова Анафи, их вызвал король для постройки Королевского дворца. Они все поселились в одном месте и очень скучали за своим родным островом, и поэтому они построили этот район по подобию того, как бы он выглядел на их родном острове Анафи. Анафиотика – это небольшой квартал, где можно погулять по узким улочкам с белыми домами и почувствовать себя на каком-нибудь греческом острове. А их у греков очень много – более 1400. Этот район считается одним из самых колоритных в Афинах. Лучше всего приходить сюда днем. Анафиотика находится прямо возле Акрополя, так что возвращаемся туда. Рядом с Парфеноном находится еще один храм – Эрехтион. В самом храме бил источник соленой воды, по легенде, созданный Посейдоном. А рядом с храмом росло и растет сейчас оливковое дерево, которое, по легенде, подарила Афина жителям города. Дерево на протяжении всей своей истории постоянно сгорало, но каждый раз возрождалось вновь на том же самом месте. Благодаря этому храм Эрехтион занимает второе место в числе самых важных религиозных сооружений Эллады после Парфенона. Во время Византийской империи этот храм переделали в христианский, поэтому здание сохранилось достаточно хорошо, до определенного момента. Но, как я уже говорил, венецианцы в 17 веке разбомбили добрую часть Акрополя, досталось и Эрехтиону. Я себя в Греции чувствую как дома, особенно если говорить не Дима, а Димитриос, то греки вообще принимают за своего, потому что наше имя Дима произошло от греческого имени Димитриос. И так с половиной имен, которые распространены в России, Украине или Беларуси. Я тут подготовил список имен, которые произошли от греческих на букву А, потому что весь список перечислять можно очень долго. Это Александр, Ангелина, Арсений, Аркадий,
Анфиса. И это еще одно доказательство того, что Греция повлияла на развитие многих народов и национальностей. Теперь скажу про минусы этого города, которые чаще всего упоминают. Это мусор и граффити. Мусор действительно есть. Иногда можно встретить даже такое, но в целом его не так много, как про него рассказывают. Граффити. Вот их реально много. На каждом втором доме есть небольшие надписи. Это, конечно же, вообще не красит Афины. Но через какое-то время глаза привыкают, и уже не обращаешь на это внимания. Это не есть хорошо, тут никто не спорит, но я хочу рассказать, какими я увидел современные кварталы Афин. Это очень структурированный город, с застройкой одинаковой высотности 4-7 этажей, и мне это очень нравится. Да, дома в граффити. Но я увидел улицы, на которых растут деревья и цветы, часто встречаются апельсины, иногда даже лимоны, а балконы все в зелени. Здесь чувствуется дух старой, доброй, спокойной Греции, где никто никуда не спешит. Понаслаждайтесь хотя бы полминуты этой красивой и уютной, абсолютно случайно выбранной улицей в жилых кварталах Афин. Гулять по жилым кварталам Афин просто так, бесцельно, это тоже мой топчик. Обязательно это сделаю, когда вернусь сюда вновь. Если вам все же будет скучно в центре Афин, то пора ехать на море. Ну что, пришло время опросов. Каким морем омываются Афины? Миртойское, Эгейское, Средиземное или Мраморное? Подумали? Эгейским, правильно. Получился вопрос со звездочкой. Потому что Миртойское море – это как раз античное название юго-западной части Эгейского моря, где находятся Афины. Но это название уже устарело, и официально Афины омываются Эгейским морем, а точнее Сароническим заливом. Кстати, как вам идея опросов? Напишите в комментариях. Мне кажется, что с помощью них информация запоминается намного лучше, а видео становится интересней. В агломерации Большие Афины есть город Глифада, пляжи которого каждый год получают голубой флаг. Так что, если на море рядом с Афинами, вам туда. Но все-таки большинство туристов едут из Афин в Пирей и оттуда плывут на соседние острова. Это удобно, так как в Пирей идет метро. Это самый крупный порт Греции, и через него можно уплыть в любую часть Эллады. Так греки называют свою родную страну. В Пирее, скорее всего, у вас не получится посидеть на берегу моря. Пляж есть, но без карты туда не попадешь. А сам пригород Афин очень колоритный. Там много пальм, 2 крупных яхтенных клуба и много крутых ресторанов с видом на Эгейское море. Пожалуй, я оставлю эту красоту здесь на 30 секунд. Почти во всех отзывах писали, что общественный транспорт, а особенно метро в Афинах, отличное и чуть ли не лучшее в Европе. У меня совсем не сложилось такого впечатления. Его начали активно расширять перед Олимпиадой 2004 года, и что самое интересное, здесь нашли кучу древностей. Вместо того, чтобы увозить их в греческие музеи, которые и так переполнены экспонатами, музеи сделали прямо на станциях метро. Плюс афинского метро, на нем можно доехать из аэропорта в центр. Минусы афинского метро: последний поезд из аэропорта уходит в 23:30. Как думаете, во сколько прилетел Дима? Правильно, в 23:40. Аэропорт, кстати, в Афинах большой, и из него круглосуточно ходят автобусы.
Кстати, подготовьте перед полетом распечатки, подтверждающие бронь жилья и обратного билета. На паспортном контроле их спрашивали. Уже давно такого не видел в Европе, но, наверное, это связано с большим количеством беженцев в стране. Для них Греция – это перевалочный пункт по пути в Западную Европу, но все-таки кто-то, наверное, и остается. Учитывая, что автобус стоит 6 евро, а метро 10 евро, посчитаю, что сэкономил. Правда, если покупать билет на метро туда-обратно, он будет стоить 18 евро вместо 20. Но вот чего я точно не ожидал, так это постоять в пробке в 1:30 ночи в центре города. Причем стоял я в ней минут 20. Мне кажется, что если вы называете афинское метро одним из лучших в Европе, то не должно быть в нем таких вагонов. А билет стоит 1,4 евро на 90 минут. Если запланировали много поездок, лучше возьмите проездной на 24 часа за 4,5 евро. А если вы здесь надолго, берите проездной на 5 дней за 9 евро. Помимо метро, в больших Афинах есть троллейбусы, автобусы, трамваи и фуникулер, который ведет на холм Ликавит. Но если вам нужно прибыть к определенному времени, лучше не используйте автобусы, троллейбусы или такси, так как пробки в Афинах лютые и будут побольше, чем в Стамбуле. Вот вам парочку кадров. К сожалению, перед поездкой в Афины я не посмотрел видео на канале Travel Hub про Афины и не знал этого. Мне нужно было добраться до холма Ликавит, чтобы успеть на закат и сделать для вас таймлапс. Взять такси в этой ситуации было плохой идеей. Во-первых, водитель такси в Греции не сильно отличается от нашего. Это я про ремень безопасности. Никогда так не делайте. Во-вторых, с Uber здесь все сложно. Не буду углубляться в подробности, но в Афинах Uber работает по счетчику, который включает водитель. Разница в цене вышла в 2 раза между предварительной ценой Uber и счетчиком в такси. В-третьих, вот мой принтскрин поездки. Почти 3 километра за 42 минуты плюс ожидание. Дошел бы я быстрее. Так что мой совет: в аэропорт лучше ехать на метро, если вы не хотите задержаться в этом прекрасном городе еще на чуть-чуть. В итоге, на Ликавит я успел, но закатом не насладился. Сейчас объясню. Наверное, Ликавит лучший холм по месторасположению, чтобы встретить там закат. Этот таймлапс оттуда. Со смотровой видно весь город, Парфенон и заходящее солнце. Плюс туда идет фуникулер. А когда на гору не нужно идти пешком, а можно подняться на канатке или фуникулере, она автоматически становится лучше для меня. Но, судя по всему, так думал не только я. На вершине Ликавита находится небольшая смотровая площадка, которая просто не может вместить всех желающих. Страшно представить, что здесь происходит летом. Могу дать совет: приходите сюда пораньше, чтобы занять лучшие места. Если совсем нет места, попробуйте спуститься чуть ниже, оттуда также открывается прекрасный вид. И обратно можно спуститься не на фуникулере, а пешком. От этой прогулки вы уже получите удовольствие. Еще один логичный и очевидный на первый взгляд вариант, где можно встретить закат, это Акрополь. Но в зимнее время это вряд ли получится. Войти в Акрополь можно до 16:30, а в 17:00 он уже полностью закрывается. Уточняйте время закрытия Акрополя перед вашим приездом, так как часы могут измениться. Но суть в том, что когда Акрополь начинает подсвечиваться, там уже никого не должно быть, насколько это понял я. Но не расстраивайтесь. Вот вам еще 2 места, где точно можно встретить закат, недалеко от Акрополя. Это холм Ареопаг. Оттуда я снимал таймлапс Акрополя. Он невысокий и закатом, наверное, будет видно не полностью, но афиняне любят приходить именно сюда. И холм, который я рекомендую, Филопопа. Чем он мне понравился? Во-первых, он рядом с Акрополем. Во-вторых, там тоже летают попугаи. И в-третьих, вершина этого холма большая, и на ней помещаются все желающие. Этот таймлапс оттуда.
Минусы холмов Ареопаг и Филопопа вы будете смотреть либо на Афины и закат солнца, либо на Акрополь. Будьте аккуратны, потому что в таких местах вы можете влюбиться в Афины безвозвратно. Древние греки были мастерами работы с камнем. Как я уже говорил, они полностью вырубили из камня Адеон Герода Аттика. А еще у них получилось создать в Ащине стадион Панагидайкос. Ух, сложно мне выговорить это название. И не просто какой-то там районный стадик, а стадион из белого мрамора на 50 тысяч человек. Этот стадион в Афинах единственный в мире, целиком построенный из белого пентилийского мрамора. Стадион Стадион Панатинайкос за моей спиной. Самый первый стадион в мире и стадион, на котором провели первые современные Олимпийские игры. В древние времена на этом стадионе было до 50 тысяч мест, а сейчас их около 80 тысяч. И это снова тот случай, когда за вход можно не платить, потому что все прекрасно видно и из-за забора. Меня очень впечатлил этот стадион. Даже сейчас для футбольных команд с их астрономическими бюджетами играть на стадионе в 50 тысяч, я уже не говорю про 80, это большое событие. А здесь, в Афинах, еще 2000 лет назад легкоатлеты соревновались на таком большом стадионе. И даже сейчас, через столько лет, мне очень нравится форма этого стадиона. Если будете гулять по Афинам и вам предложат экскурсию, то будьте аккуратны при отказе. Потому что... В Греции «не» — это значит «да», а «охи» значит «нет». Плюс, когда они говорят «да», они кивают вот так вот. А когда говорят «нет», они кивают вот так вот. Ну, как болгары, может, слышали, знаете. Так что, если вам что-то будет настойчиво предлагать, и вы говорите «no», то они услышат «не», то есть «да». И еще вы покивали, как будто бы «да». И будут вам предлагать этот товар еще настойчивей. Так что лучше говорите «охи». Если вы будете и не против сходить еще на какую-нибудь экскурсию, то посмотрите храм Зевса, Римскую и Афинскую агору. Олимпийский храм Зевса хоть и не сохранился в первозданном виде, но все равно выглядит впечатляюще. Зевс был верховным богом в греческой мифологии, так что и храм для него строили серьезный. После распространения христианства в Греции этот храм начал приходить в упадок, и его растаскали по частям. Но колонны греки строить умели. Изначально их было 104 в храме, на данный момент 15 колонн стоят, и еще одна устала и прилегла в 1852 году после урагана. Если говорить про Римскую агору, то мне больше всего хотелось увидеть башню ветров. Это древнейший метеорологический памятник в Афинах, построенный в 1 веке до нашей эры. Но и сейчас эта башня выполняет свою функцию. Грани башни ориентированы по сторонам света. Она служила для определения времени по солнцу и ветру, а внутри находились водяные часы. Именно она послужила прообразом обсерватории Радклифа в Оксфорде и башни ветров в Севастополе. Вот только построили их в 1773 году и в 1849 году, на 1800 лет позже. Вот настолько греки обогнали свое время. Римская агора находится рядом с районом Монастыраки, который издревле считается торговым местом в Афинах. Здесь кипит жизнь и днем, и ночью. Название района расшифровывается как «маленький монастырь». Что здесь можно посмотреть? На площади Монастыраки стоит монастырь, в честь которого назвали площадь. Он так раз виден на таймлапсе. Еще есть мечеть Дзамизи-Стараки. Так звали афинского мусульманина. Говорят, что для строительства он использовал колонны из храма Зевса Олимпийского. И из-за этого в Афинах потом началась эпидемия чумы. Поэтому мечеть иногда называют проклятой. Сейчас в ней находится музей греческого народного единства. Еще можно посмотреть на развалины библиотеки Адриана, которая находится рядом с мечетью.
Когда она была полностью построена в 134 году, ее стали называть одним из самых красивых сооружений Афин. У здания имелся внутренний двор, в котором располагался роскошный бассейн. А по периметру библиотека была окружена огромным количеством колонн. Здесь хранились тысячи ценных книг. В библиотеке заранее выстроили специальные помещения, которые выполняли роль читальных залов и учебных аудиторий для чтения лекций. И все это во II веке нашей эры. Рядом с площадью Монастыраки есть много торговых точек, а по выходным здесь образовывается блошиный рынок, на котором вы можете прикупить что-то необычное из греческого быта. Еще здесь есть много кафе и ресторанов. А если вы захотите покушать в каком-нибудь необычном месте, идите в Район Плака по соседству. Если захотите как-то атмосферно провести вечер в Афинах, приходите в Район Плака. Здесь есть улицы со ступеньками, и прямо на этих ступеньках находятся кафешки, где можно провести интересный вечер и прочувствовать атмосферу Афин и Греции. Думаю, что в таком месте можно прочувствовать и греческий колорит, и греческий образ жизни. Еще одна вещь, которая мне понравилась в Греции, здесь любят животных. В Афинах, как и в Стамбуле, очень много кошек. Но в отличие от Стамбула, они здесь не чувствуют себя настолько свободно, но зато выглядят очень упитанными. Пришло время заканчивать мой второй большой выпуск, финалочка, а потом пару дублей, которые не вошли в выпуск. Ну что, пришло время подводить итоги, и по прошествии 4 дней, проведенных в Афинах, хочу сказать, что этот город меня приятно впечатлил. Под влиянием негативных новостей из СМИ, которые показывают митинги и долги в Греции, под влиянием роликов из YouTube, которые показывают мусор, грязь, наркоманов в Афинах, у меня изначально сложилось негативное отношение к этому городу. Я не ожидал здесь увидеть чего-то неожиданного и сверхинтересного. Да, здесь есть грязь, но ее не так много, как, например, в Неаполе. Да, здесь есть граффити на домах, но это не критически влияет на ощущение этого города. Да, безусловно, здесь есть митинги, но я их ни разу не видел. И, наверное, здесь есть наркоманы, но я их тоже ни разу не видел. Пару раз только слышал запах травы. В общем, мне кажется, что на данный момент общественное мнение и СМИ гиперболизированно в негативном фоне показывает Афины. Хотя этот город действительно стоит посетить. Здесь есть Парфенон, театр Диониса, храм Зевса, Гефеста и много других исторических мест и интересных музеев. Но мне этот город запомнится зеленью, цветущими деревьями, лимонов, апельсинов, жилыми кварталами невысокой застройки, по которым очень приятно гулять, добрыми людьми и температурой 15-20 градусов в декабре. Вот такие выводы у меня получились. Единственное, что я не советую сюда приезжать летом, так как при температуре плюс 40, наверное, вы не сможете получить того кайфа от этого города, который можно получить весной, зимой или осенью. Если вы досмотрели видео до конца, то подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарий, что вам понравилось и что не понравилось. Для меня это очень важно, и это моя самая главная мотивация делать еще больше видео для вас. Всем удачи! Что, нормально сказал? Если у вас будет время, зайдите в район Анафиотика. Он находится рядом с районом Плака. И здесь много... Ты доказываешь, что ты учил домашнее задание. Да. Греческого имени Димитриос. Ну все, не отвлекай, пожалуйста. Я себя в Греции чувствую как дома. Я себя в Греции чувствую как дома. Особенно если говорить не Дима, а Димитриос, то греки принимают за своего, потому что имя Дима пошло от греческого имени Димитриос.
Отвечай, не отвечай. Я себя в Греции... Я себя в Греции чувствую как дома, особенно если говорить не Дима, а Димитриус, то греки вообще принимают за своего. Потому что наше имя Дима пошло от греческого имени Димитриус. Так. Да, проходи стену. Кабанчик, а? Греческая. Ну все, да, я сниму и пойдем уже. Ты рассказывай. Я вставлю это в блог, ты знаешь. Будешь не только есть. Вот, то-то же. Я себя в Греции... Подводить итоги. И по прошествии 4 дней... Как они громко разговаривают? Ты когда не слышишь, что люди так громко разговариваешь? Наверное, в Италии так же. В Неаполе так же. Хотели с того дня, что ты бесился каждую минуту. Ну что, пришло время подводить итоги. И по прошествии